ты, видимо, хочешь узнать, как отмечают Новый год на зоне? Тогда ты попал по адресу. Это канал бывшего осужденного. И с вами старый и недобрый Миша Плюшка. Ну что, давайте начинать. Это опять биографический выпуск. Расскажу вам о тех новых годах, которые я проводил в местах лишения свободы. Я имею в виду праздники, да? И что мы делали. То есть, ну, сразу скажу, в некоторые я просто ложился спать, но было и такое, что как бы мы мутили что-то запретное, и было весело. Кстати, не забывайте, ребят, если кто не смотрел прошлые видео, что 31 декабря будет розыгрыш нарт для подписчиков на канале. Как поучаствовать в нем, смотрите в видео по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. А если уж вы не знаете вообще, что это такое, то вот здесь сейчас выскочит такая штучка, подсказка называется. На нее потом нажмете, по новой запустите видео. Блин, объясняю, как не знаю для кого вообще. Короче, там будут условия. Итак. Мы начинаем. Мой первый Новый год, он был вот как раз так, 2003 на 2004. Вот. Кстати, это, наверное, тот самый Новый год, когда я просто лег спать, потому что мы находились на малолетке. Малолетка была, это был Рязанский Централ, Рязанское СИЗО. Мы, короче, на малолетке, она была красная, несмотря на то, что тюрьма была практически вся черная. То есть черная, это когда власть там арестантов, да. Но малолетка была режимная, у нас не было там ни телефонов, ни каких-то там запрещенных веществ. То есть, ну, просто попили чаю, легли спать. Для тех, кто впервые на моем канале, кстати, хочу сказать. Я 12 лет провел в местах лишения свободы из своих 34, чем не горжусь. Своими роликами и каналом я хочу вам показать, как делать не надо. Чтобы вы не оказались на моем месте. Вот, и не выкинули 12 лет своей жизни в помойку, грубо говоря. Я вот осуждаю тот образ жизни, которым жил раньше. Видео не несет никакой пропаганды, агитации. Я за спокойную мирную жизнь. Продолжаем. Итак, ну что еще сказать? Давайте. Следующий Новый год, да, я помню. Итак, я поднялся на взросляк. Опять же, это все было в Рязанском СИЗО. Почему я все это время там был в Рязанском СИЗО? Дело в том, что если вы смотрите плейлист биография, Гопник аудиокнига, да, там я рассказываю о том, как я начал сидеть. В общем, первый мой срок меня судили 2 года. Судили, там следствие, и суд, короче, шло 2 года. В общем, мне исполнилось 18, я поднялся на взросляк, и, получается, там у нас вот блаткомитет рязанский сидел, там участники ОПГ, рязанских, такие серьезные дядьки, бандиты. В общем, ну, это не суть важно, смотрите, вот плейлист биография, там, аудиокнига. В общем, наступает Новый год. И смотрящий, типа главный там, да, в хате меня подтягивает и говорит: смотри, что ты будешь на Новый год? Я говорю: а что есть? Он такой говорит: ну, можно как бы бухнуть, а можно дунуть. Я говорю: а можно и то, как бы, и без хлеба? Он говорит: нет, нельзя. Нельзя. Ну, и такая, как бы, представьте, вот в то время, как бы, не было такого, как сейчас, вот есть у меня ролики, там, как вымогают деньги, да, там, как вот, кусаются там между собой. Да, было, как бы, была разобщенность, все-таки люди друг другу чужие, как ни крути, там каждый, мы друг друга не знали на свободе. В большинстве своем там редко кто встречается, даже несмотря на то, что Рязань маленький город. Я говорю: тогда, наверное, бухать я буду, вот. Потому как, я за всю свою жизнь, там, за все 16 лет, пока меня не закрыли, попробовал один раз вот дудку, и, как-то я не понял. То ли она была фиговой, то, может, вообще не она была. В то время, я помню, мы одного во дворе накурили земляной грушей вообще. И его перло, представляете, его перло по мнюхе, то есть, ему было там 13-14 лет, мы ему там лопухов натерли, вот эту земляную грушу, дали дунуть, он: да, говорит, она, короче, такой. И, говорит, все, меня, говорит, вставило, меня, говорит, прет. Вот, а мы, думаем, дурак. Может быть, меня также накурили, я не знаю. Кстати, напишите свое вообще мнение по поводу вот первого, так сказать, употребления. Какой у вас был опыт, да, там, как вы первый раз там бухнули или там что-нибудь употребили. Хорошо вам было или плохо? Вот лично я, когда первый раз попробовал, да, в комментариях напишите. Лично я, когда попробовал вот дудку, да, я как бы не знаю. Я бы как бы на синюю фигню, да, наложил там на бухло и не понял. Ну ладно. В общем, Новый год, он мне, я говорю, я буду бухать. И
знаете как, нам напополам с пацаном дали 0,5 разбодяженного спирта, самогонку там не гнали, вот, там, ну, вот эти вот люди, которые сидели там, рязанская братва, имели возможность затянуть ногами запрет. Они себе постоянно затягивали бухло, еще там всякие штуки интересные, там, ну, вот эти. Вот, но ничего более там какого-то жесткого, там, чтобы шпилить, там, не знаю, или там, ну, ширяться. В общем, нам дают на двоих вот это вот. А я, получается, все это время не бухал. То есть очень много времени я вообще ничего не пил. То есть я все это время, ну, только сигареты курил, вот, и чиферил. Естественно. Если кто не знает, с чифера не ходишь пьяный. Просто некоторые думают, что там чифера обопьются, зэки ходят бухие. Нет, с него просто бодрит, тонизирует. Вот, короче, знаете, вот такое состояние, как вот, ну, трясет. Как алкаша, типа, страшно, стрёмно. Блин, так ты столько давно не пил. Вот. И мы выпили, естественно, нас вшторило нереально, как бы, ну, не знаю, очень сильно, потому что, ну, мы давно не пили, пацан сидел полгода, я там, ну, больше года сидел. Вот, но, в чем хочу сказать, бухать или дуть в тюрьме, конечно, как-то, ну, помогает расслабиться, да, но, по сути, ты остаешься все равно там, то есть, ну, не особо что меняется. Лично я вот потом, до этого момента, вот как бы, ну, я потом долго, как бы, ну, когда был опять выбор, я не курил, то есть мне предлагали, опять там был какой-то там замут, типа, Серый, ты будешь там что-нибудь бухать или дуть, выбирай что-нибудь одно. Я говорю, я бухать, я не буду дуть, что-то, ну, как-то я не дул, не знаю почему, но не хотелось, видимо, из-за того, что первый раз попробовал, не понял. Вот, потом, когда я приехал в Москву, там мне добавляли срок, опять же, смотрите плейлист «Биография», вот, забыл, кстати, всех с наступающим, ребят, вот, короче, там было много травы, много всего, там больше преобладала, короче, наркомания в московских тюрьмах. И, ну, как бы, скучно, и этого навалом, как бы, я приехал, и мне там, малой, давай. Дунуть, там, не знаю, там еще что-то, но я говорю, ну ладно, давайте дуну. Вот. Дунул, короче, я гидропона, потерялся в 4 стенах. Реально так и было, то есть на Новый год, я помню, там, не буду, там, ну, короче, это первым сроком, я не помню, какой год уже был, наверное, с 5 на 6, короче, хрен знает, вот. Да, с 3 на 4. 4 на 5, с 5 на 6. Ну да, в 6 я освободился. Короче, в какой-то из этих Новых годов, наверное, с 5 на 6. Короче, я дунул, ну потому что, типа, больше ничего не было, никто больше ничего не замутил. Мне стало херово, на самом деле, ребят. Я перекурил, там какая-то была то ли химка, то ли поника, то ли не знаю что, то ли, может быть, какой-то дедов самосад. Вот. И, короче, я покурил, и меня, короче, вертолеты, я прилег. Ой, блин, все, знаете, вот это вот канитель, ну, кто знает, тот знает. Сердце где-то провалилось, такое ощущение, что его нет, то есть еще это все в 4 стенах, там, ну, спайс тогда не был, но, короче, было неприкольно. То есть перекурил. Потом я, короче, лежал там скукоженный, короче, там где-то минут 40, там, ну, час. Потом очнулся. И нормально, говорю, давай еще, короче, мы такое, ну, там было еще, мы курили 2 дня эту фигню, я прикурил, стало нормально. Вот, потом, так, еще какой Новый год мы вспоминаем. Потом, ну, я освободился, дела. Второй раз я заехал, попал в Рязань. В Рязани, как мы отмечали Новый год. В Рязани, вообще, вот в колонии я сидел ИК-1, это общий режим, поселок Центральный возле Скопина. Короче, кстати, Рязани, всем привет, земляки, пока не забыл. Вся Рязань, всем здорово, скоро буду. В общем, там вообще нереально было выпить. То есть начальник, вот знаете как, вообще все менты в зонах как бы, ну, бухаете там, ну, бухают зэки, бухают, да, спалились как бы, тогда наказывают. А начальник в этой колонии, на Копейке в Рязани, сказал, чтобы вообще там не бухали и предотвращали все попытки бухнуть. Вот реально, пацаны ставили брагу, да, как-нибудь расскажу, как ее делают, там отвратный вообще рецепт тюремной браги. Вот. Пацаны ставили брагу, решили попробовать, как она там отыграла, нет, короче. Пацан налил в кружку, выпил, попробовал, поставил кружку и забыл ее. Забыл. Короче, брагу они спрятали обратно, а кружку забыл он убрать. Менты с утра пришли, понюхали кружку, и он на полгода уехал в БУР. За эту кружку просто. Там в ней даже браги не было.
Вот, такие дела. Поэтому там было много, короче, наркоты. Меня Бог миловал, я никогда не употреблял сильные наркотики, тем более внутривенно. Как бы, ну, мы дули. Да, на Новый год мы дули. Пацаны мне предлагали там, ну, всякое там ускориться там и так далее и тому подобное. Но я категорически отказывался. В общем, вот такие дела. Бог миловал, скажем так. Это страшная вещь. Потом зону начали ломать. Мы ничего, короче, уже не мутили там. Ничего было не замутить. Там не то, что ничего было не замутить. Там позвонить-то было толком нельзя. Уже телефонов не было в зоне. Потом, так, опять я освободился. Ну вот, приблизительно вы поняли, да? Расклад какой. Давайте теперь в общих чертах, подводя итог. Как можно отметить Новый год в тюрьме? Можно попить чаю со своим там товарищем, с кем ты общаешься, съесть по тортику и лечь спать. Там. Отбой в этот день там, в час ночи. Вот. Можно что-то намутить, но на свой страх и риск, на самом деле. То есть кто-то мутит, ставит брагу, выгоняет самогонку, там, они бухают. Да? Бывало такое, что там часов в 10 уже таскают по отряду кого там бухого. Кто-то мутит, короче, дудку, кто-то мутит что-то посерьезнее. В общем, кто во что горазд. Если зона, как бы, ну, место позволяет вот этим вещам, как бы, ну, замутить, там, поставить эту самогонку, либо затянуть спирт, там, не знаю, там, как-то через ментов, там, недобросовестных, либо там, не знаю, сейчас говорят, квадрокоптеры летают, а раньше там через забор перебрасывали, это называлось брос. В общем, если есть возможность как-то вот замутить таким образом, то можно вот таким макаром как бы отдохнуть. Но самый козырный, знаете, какой ход конем, как можно круче всего отметить Новый год на зоне? Это уйти на свиданку, на длительную, с женой. Ну или там с девушкой, там с кем, там, кто у тебя приезжает, да, с кем есть там добро от начальства у тебя ходить на свидание. Самые счастливчики, самые везунчики это были те, кто умудрялись в эти дни уйти на свиданку. То есть, получается, там уйти 31-го, да, там, 1-е, 2-е, 3-го выйти. Но это, конечно, круто. Да, не знаю, насколько это прикольно как бы жене, тоже черканите свое мнение по этому поводу. Вот, насколько прикольно вот так вот вольному человеку, но со своим близким, как говорится, рай в шалаше. Напишите, что вы думаете. Вот, ну, представляете, так вот вырваться из зоны, вместо того, чтобы даже чисто там бухнуть или там дунуть, там, ну, все равно ты в кругу, вот, опять же, незнакомых тебе людей, а тут есть возможность сорваться и там с родным человеком, да, хоть и без всего этого, там редко такое бывает, что на свиданку что-то затянули, потому что там очень-очень менты контролируют всю эту канитель, то есть свободы ты ничего не принесешь, но если только за большие бабки, за хорошие подвязки, в принципе, можно все, понимаете? Вот в этой стране за бабки, вот в местах лишения свободы, за бабки, можно все на самом деле. Вот, как-то так. Ну вот, наверное, это самый крутой вариант, который может быть в местах не столь отдаленных, как бы как отметить Новый год. На этом, наверное, я ограничусь, пожелав вам всего наилучшего. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх. Если ставите палец вниз, обязательно напишите почему. На второй канал подписывайтесь, там идут, выходят другие ролики, если кто не знал. Также там стримы по GTA 5 RP. Представляете, да, я играю в эту игру. И мои зрители тоже, кстати, играют. Вот еще раз всех с наступающим, ребят. Никогда не попадайте туда. Я понимаю, что зарекаться не стоит, всякое бывает. И есть люди, которые реально там оказываются случайно. Но, не дай бог никому туда попасть. Серьезно, я врагу не пожелаю, это страшно. Сейчас вот, когда ты уже взрослый человек, отец, и там, как-то дорожишь своей жизнью, там, да, вот, и в том плане, что вот, свободой своей, да, оглядываешься назад, да, становится страшно, поэтому никому не желаю туда попасть. Да что вообще за негатив, я не пойму. С наступающим всех, ребят! Всех с наступающим. Сегодня 29 декабря 2020 год. Все, ребят, давайте. 31 декабря выйду в эфир. На часок всех поздравлю, разыграю нарды. Не забывайте, что надо поучаствовать в конкурсе. Ссылки в описании. Всех обнял до хруста. Всем добра.
Увидимся.